Привет, ребята! Постараюсь очень быстро, поэтому кратко, по делу и, как говорится, вперед. Что у нас сегодня в меню? А сегодня в меню, как ни странно, меню! Я никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что для рисования меню к игре понадобится 20 дней. Я никогда бы не поверил, и раньше у меня никогда столько времени на это не уходило. Ну, наверное, потому что меню все-таки оно, наверное, бывает трех видов. Ну, из тех игр, что я видел. Первое это квадратное, так сказать, плиточное, блочное. Потом есть композиционное, а потом есть еще трехмерное. Вот оно самое сложное, его можно там вообще, по-моему, годами делать. Ну, в моем случае оно, конечно, все-таки композиционное, но я об этом тоже расскажу чуть-чуть позднее. Вообще, это самое меню, подступались к нему уже достаточно давно, и я пытался его нарисовать вместе с разными людьми, только даже в этом году, насколько я помню, я обращался к 3 или 4 людям, сейчас уже точно, конечно, не скажу количество, да и нет желания это все считать, пересчитывать, так сказать. По-моему, даже 2 человека из них просто пропало. Вот представляете, такая ситуация, говоришь с человеком, нарисуй меню, да без проблем, и все, и человек пропал. Куда он делся? Нарисовал он меню? Или он так рисовал, что весь ушел в это и больше оттуда не вернулся? Я не знаю. И никто не знает, наверное, и никто мне эту сию тайну не расскажет. Потом я поработал еще с одним художником. Он нарисовал замечательный, талантливейший концепт. Но оказалось, что по стилистике оно не сходится, потому что у нас треугольнички, у нас квадратики, у нас, так сказать, 45-90 градусов, а там у него очень красивые уголки, все круглое, все приятное, но увы. Вообще, конечно, многие, когда просто человеку скажешь такое словосочетание, меню к игровому проекту «Жил-был Глюк». Ну что люди представляют, не знаю, обычно. Или они представляют что-то очень растрепанное сильно, или они представляют что-то очень шуточное, или что-то в стилистике гранч, что-то такое прям острое, шершавое, расцарапанное, все раздолбанное. Ну, наверное, хочется все-таки с этим поспорить, потому что в этом меню, так сказать, стоит задача 2 мира примирить. Оно и в реальности, оно и фотографическое, но при этом оно должно быть еще и нереальное, мультипликационное. Единственное, что подходит, наверное, под это определение, это трехмерная графика, потому что она одновременно и реалистичная, но ее одновременно, так сказать, и не существует. Это то, чего не может быть. Вот так вот. Дело в том, что оказалось, что вот эти анимации к меню, ну помимо еще анимаций, 20 дней сначала делался просто концепт, то есть за 20 дней пришлось придумать, как будут выглядеть эти формы, как будут вписываться эти детальки. Конечно, по правде говоря, хоть меню и композиционное, немножко хотелось слукавить и собрать его из имеющихся частей. Почему? Потому что все эти части, так сказать, почти как формочки, отлиты в 3D. В виде 3D модельки. Отлиты, конечно, громкое слово, но вместе с тем. И поэтому сначала было принято решение сделать в двухмерной анимации такой набросочек небольшой, чтобы это все двигалось, просто как оно шевелится по экрану, а потом из этого всего сделать уже 3D анимацию. Она, конечно, коротенькая будет, в основном тоже эти блоки, кусочки, но тем не менее. Учитывая, конечно, что для того, чтобы это делать, нужно и хорошее настроение, и дизайнерское чувство, коего у меня не так много, оно работает, но работает, наверное, тогда, когда захочет. Его нельзя вот так просто включить, и вот ты уже дизайнер. Так не бывает почему-то. Может быть, это от профессии человека зависит. Ну, кто больше мультипликатор, кто, допустим, карикатурист, потому что у меня есть знакомые ребята,
им тоже как-то трудно, вот именно непосредственно в дизайне, им хочется что-то такое пером вот так махнуть, нарисовать. Ну, все у всех по-разному, естественно. Также еще из новостей наш программист основной игровой сейчас отправился на больничный ненадолго, на некоторое время, в июле, насколько я знаю. Ну, пожелаем ему, как говорится, скорейшего выздоровления. Это было давно уже запланировано, мы обсуждали этот момент. Поэтому сейчас, пока программист занят непосредственно своим здоровьем, я решил заняться непосредственно меню, потому что это все равно надо сделать. Смотреть на квадратики и кусочки текста уже надоело, захотелось это во что-то такое капитальное превратить. Плюс это еще надо пристраивать в движок в любом случае, поэтому меню так меню, что ж теперь делать? Касательно программиста C++, к сожалению, сейчас тоже есть некоторые задержки, потому что человек вынужден был взять коммерческий заказ длительностью где-то там 4, кажется, месяца. Поэтому сейчас C++ тоже все это затянулось. Если кто-то хочет или может нам помочь, мы в принципе будем только рады, потому что, сами понимаете, лишняя помощь никогда не мешает. А C++ это такая вещь, она напрямую связана с демоверсией, потому что без оболочки, без сборки, без вот этого всего, ну, собственно, вообще не будет демоверсии. Поэтому человек нам, так сказать, нужен. Если вот ты человек, если ты нашелся, приходи к нам. У нас интересно. Даже абсурдно, весело. И иногда в труднодоступных местах. Вот так вот. А теперь непосредственно к демонстрации меню. Начинается это все безобразие, как ни странно, с главного меню, в котором есть несколько кнопочек, кто бы мог подумать. Все эти кнопочки, естественно, переводят нас в различные пункты этого самого меню, и прошу, так сказать, не понять неправильно, все это пока еще на очень ранней стадии и еще довольно-таки сильно не готово. Но кое-какие наметки вместе с тем уже у нас есть. Мы можем зайти в выбор главы. Конечно, я пока еще не решил, делать ли возможность такого выбора сразу или предоставлять его игроку по мере окончания игры. Скорее всего, будет второе, но тем не менее. Между всеми этими пунктами меню можно переходить. Это, в принципе, даже проанимировано. Как-никак. Здесь можно крутить настройки. Музыка, звук, стерео, моно, язык в титрах. Кстати, можно менять язык. Немножко поколупался над этой функцией. Даже будет теперь once upon a glitch, new game, settings, бонусы и так далее. Вот так вот. Но пока что еще, конечно, очень много недоделано, хотя в виде концепта уже нарисовано. Также планирую, наверное, сделать возможность эту анимацию двойным щелчком мышки ускорять, чтобы она не так уж сильно медленно крутилась. Может быть, есть какие-то люди, которые куда-то спешат, и двойным щелчком мышки это даже можно будет слегка убыстрить. Ну, наверное, я покажу, как это вот так. И перемоталось. Хотя, наверное, надо будет решить вопрос, чтобы перематывалось сразу две анимации меню. Как оно сложилось и как оно разложилось. Ну, поживем увидим, конечно. Ну, понятно, что новая игра запускает переход на стартовый уровень, на первый. В идеале это должно запускаться нажатием на кнопочку с головой. Эта кнопка запускает совсем новую игру. Здесь должна быть еще анимация инвентаря, которую я когда-то выкладывал в сообщество. Но сейчас я ее пока еще не успел вставить, но я потом это, естественно, сделаю. А по нажатию кнопочки «Начать новую игру», естественно, оно начинает новую игру. Да. Ну, я говорил, анимации вот этой самой нету.
Так что пока что оно все на кирпичиках, огурчиках и прочих кубиках. Надо будет еще в конце показать остальные концепты меню. Это экран ошибки, это экран загрузки сохранения, это тоже надо будет все сделать. Это экран... Чего-то еще был экран. Ой, этих анимаций там уже столько, что уже в них запутаться, по-моему, проще простого. Ну, что поделаешь. Такова, так сказать, жизнь игрового разработчика. Хочешь жить, умей выкручиваться. Да. Всем хорошего вечера, ну, или утра. А может даже обеда, полдника или ужина.